Приветствую всех подписчиков и гостей канала Блеск. Наконец наступила весна, но от верхней одежды отказываться пока рано. Вот и я надеюсь еще походить немного в своем пальто. Но есть небольшая проблемка. Прожгла дырку в рукаве. Мне очень жаль, но я не собираюсь отчаиваться и попробую с этим разобраться. Если бы это была детская куртка, то можно было бы пришить или приклеить аппликацию с цветочком или бабочкой. На мужскую куртку подошел бы спортивный логотип, но мне все это не подходит. Дырку я закрою заплаткой. Для этого нужно или найти кусочек ткани такого же цвета, как и пальто, или вырезать лоскуток из самой верхней одежды, из какого-нибудь незаметного места, например, с подкладки или кармана. Но это не мой случай. Поищем другой вариант. Если позаимствовать кусочек ткани с внутренней стороны рукава, думаю, заметно не будет. Дырка величиной приблизительно с 5 копеек. Аккуратно распускаем шов от манжеты. Парадокс. Чтобы залатать одну дыру, нужно сделать еще одну. Вырезаем кусочек необходимого размера. На это место я поставлю другую заплатку. Она должна быть больше первой, учитывая припуски на швы и подгиб края, чтобы ткань не растрепалась. Прикладываем латку к верхнему краю выреза и пришиваем. Я использую шов вперед иголка. Боковую сторону придется подогнуть и прошить по краю. Также нижний край. А с этой стороны делаем потайной шов. Иглу будем вкалывать в уже имеющиеся проколы на ткани пальто. Нити распоротых швов я связала, чтобы они не распустились дальше. Переходим к основной проблеме. Края заплатки я слегка подплавила, чтобы они не лохматились. Наносим на нее резиновый клей. Можно использовать и силиконовый. Латку хорошо прижимаем к дыре. Расплавленные края дырки стянули ткань рукава, и заплатку хорошо видно, поэтому замаскируем ее кружевом. Я в рукав засунула книгу, чтобы его натянуть. Сначала пришиваем по нижнему краю. Прокалываем только верхний слой рукава. Потом совмещаем узор на боковых сторонах и сшиваем их вместе с рукавом. Приметаем кружево в средней части, чтобы оно ровно лежало. Иглу с нитью протягиваем под материей, а стежки кладем по узору. Осталось прошить по верхнему краю. Работа окончена. Проверяем. Мне кажется, не очень заметно. Такое же кружево необходимо пришить и на второй рукав. На этом все. Спасибо за внимание. Буду благодарна за лайк и подписку. До встречи в следующих видео.